Всем привет! Вы на канале Шить для себя, это удобно. Продолжаю урок по созданию костюма. Так он выглядит. Жакет мы с вами уже отшили. И теперь приступаем к юбке. Юбка простая, она будет на подкладке. Здесь по переду разрез. Вот, и как ее моделировать, я вам сейчас расскажу. Как строится базовая конструкция юбки, я тоже показывала. Покажу схематично, потому что размер большой. Это задняя половинка. Она остается прежней. И если вы отшили макет и определили раствор выточек, то никаких сложностей у вас не вызовет. Аналогично по переду, только перед мы делаем со сгибом. Здесь у нас шов, можно сделать и не шов. И раскладываем заготовку базовой конструкции. Здесь у нас выточка. И там, где у вас выточка, мы просто продлеваем вниз и разрезаем. Определяем высоту разреза и разрезаем. То есть передняя половинка будет состоять из двух частей. Аналогично делается на подкладке, так как юбка на подкладке. И детали кроя будет выглядеть следующим образом. Как собирать юбку? Все очень просто. Соединяются боковые выточки. Этот шов в разутюжку. Вот. А уже моменты обработки внутри с подкладкой на уровне пояса я, конечно, вам буду показывать. Вот такая простая юбочка у нас сегодня получится. Как строить юбку с особенностями фигуры я рассказывала. Посмотрите мое видео у меня в плейлисте. Краю я, как всегда, на ткани. От края отложила 75 сантиметров, юбка 70 плюс 5 сантиметров я на всякий случай оставляю на подгибку. Что дальше? Важно померить свои полудуги по переду и по спинке. В моем случае 120 сантиметров объем бедер делится на 56 по дуге по переду и 64 по спинке. Поэтому, когда я крою переднюю половинку, я откладываю сбоку, вот здесь, сейчас покажу, вот здесь, отбиваю на шов и от этой линии откладываю 28 сантиметров. Прибавку я не делаю, потому что юбка узкая достаточно. Если что, делаю большие швы, скомпенсирую швами, если будет туговато. Вот, откладываю 28 сантиметров, посередине провожу линию вниз. Ориентир для себя, на этом месте якобы будет выточка. Затем, замерив это расстояние, откладываю еще это же расстояние и провожу прямую линию. Между вот этими будет шов. Укладываю обычную линейку вот так и провожу тоже линию. Это как раз таки место расположения шва. Так как это изнанка, это зеркальное отражение. Вот, если мы будем укладывать на человека, то это будет именно с правой стороны, как и хотели. На участке делаем небольшую типа выточку и потом откладываем оставшийся участок, вот этот, сюда. В моем случае 2,5 выточка боковая. И теперь самое главное, когда вы измеряли расстояние от пола, вы определили точку, на которой у клиента спуск. В моем случае это 3 сантиметра. Я отмечаю 3 сантиметра по центру. Вот так. И свожу аккуратно сюда. Вот так. И вся юбка. Со спинкой совсем все просто. Аналогично строится, только там не будет никакого разреза сбоку. Скорее всего, будет просто по спинке шов. Вот весь крой юбки с таким разрезом на колени. Вырезаю и готовлюсь к примерке. Напоминаю, что крой нижней юбки
подкладки такой же. Перед вами детали кроя передней половинки. Так выглядит. Я показываю на лицо. Вот это изнанка. Изнанка с изнанкой сложила и вырезала подкладку. Аналогично. Вот это расстояние от низу, если юбка 75, у меня 30 сантиметров в разрез. Это будет уточняться. Почему я подкладку вырезаю сразу той же самой длины? Потому что на примерке мы определим длину, и после этого я только обрежу и подкладку, и по необходимости вверх. Значит, спинка аналогично вырезается с подкладкой. И выглядит следующим образом. Я намечаю место расположения выточек. Все аналогично. Еще не решили, будет ли здесь сгиб. У меня здесь сантиметр припуска на всякий случай. В крайнем ситуации я всегда могу в бок выпустить. Вот. Но вполне возможно, что не будет среднего среза и молния перейдет в боковой. Но это на примерке я определю, а пока просто заметаю вот здесь сантиметр. Вот такие детали кроя. Собираем юбку обычным способом, соединяем боковые, передний срез соединяем и готовимся к примерке. И после примерки полная обработка юбки.